Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание последнему новолунию 2023 года. И это новолуние очень важно для каждого человека. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на те советы и рекомендации, которые мы вам дадим. Потому что правильно встретив и проведя это новолуние, а также правильно встретив новый 2024 год, знаете, для вас следующий год пройдет достаточно легко, успешно, удачно и даже изобильно. Давайте вместе с вами будем разбираться в нашем новолунии. Итак, друзья, 13 декабря в 2 часа 32 минуты по московскому времени у нас с вами новолуние. Это последнее новолуние, и оно у нас с вами в знаке зодиака Стрелец. И вы должны понимать и то, что мы сейчас с вами должны заниматься активной подготовкой не только к Новому году, как многие думают, но и также мы с вами должны закладывать программу успеха на 2024 год. Поэтому очень важно, чтобы вы в ближайшие несколько недель уделили внимание своему дому, уделили внимание своему кабинету, офису, работе, сделали обязательно, навели порядок, убрали хлам, перебрали вещи, загляните в свою сумку, обязательно просмотрите, что у вас на кухне творится, сделайте генеральную уборку в доме. В общем, сделайте все, чтобы ни один угол, ни один закоулок не остался без вашего внимания, потому что как вы сейчас встретите это новолуние 13 декабря, как вы его проведете, что вы будете делать, такие вы и плоды будете пожинать на протяжении 2024 года. Также обращаем ваше внимание, что уже 12 декабря многие будут ощущать упадок сил. Многих будет какая-то депрессия, не будет радости, вдохновения. Обращаем ваше внимание, это влияние все последних, наверное, даже суток, последних часов перед новолунием, потому что энергии не будет хватать многим людям и будет сложно. Кроме того, у нас с вами новолуние проходит 13 декабря. Не все верят в число 13, в его мистические свойства, но обращайте ваше внимание, что если 13 декабря у вас что-то сложно, у вас что-то не получается, у вас постоянно какие-то перепоны на вашем пути, то лучше не спешите, перенесите что-то на другой день. Вообще на 13 декабря не старайтесь ничего глобального планировать. Да, можете проговаривать какие-то планы, свои искренние желания, но что-то реализовывать, активно чем-либо заниматься не стоит. Почему? Потому что это все равно не получится. Кроме того, как правило, в новолуние очень много, в первые дни перед новолунием и в саму новолуние, как правило, еще искажается определенная информация. Люди читают одно, а видят глазами совсем другое. Вот такая даже происходит магия. Кроме того, обращаем ваше внимание, что у нас после новолуния у нас с вами проявляется Меркурий. И это говорит о том, что декабрь у нас с вами будет хорош для тех дел, которые вы положили в долгий ящик или вы решили их ранее не завершать. То есть лучше завершать текущие вопросы сейчас, подводить итоги, потому что все-таки ретроградный Меркурий, он не помогает нам, не дает нам энергетической поддержки для реализации новых проектов, начинаний. Но это хорошее время, чтобы избавиться от старого, чтобы избавиться от всего ненужного. Благо декабрь сам к этому прямо и располагает. И вы знаете, в декабре этого года звезды настолько и планеты так сошлись, что люди, если будут делать все поэтапно, делать шаг за шагом,
то у них и сам 2024 год пройдет достаточно легко и комфортно для каждого человека. Обращаем ваше внимание, что это новолуние по своей энергетике будет достаточно легкое. Но обращаем ваше внимание, что 2024 год многих людей на нашей прекрасной планете удивит. Многие люди будут считать, что их та или иная ситуация не коснется и так далее, но вы знаете, в мире будет происходить очень много каких-то таких вот интересных моментов. Интересные моменты, знаете, это, наверное, неправильно сказано, но не хочется говорить что-то в негативном ключе, потому что мы таким образом транслируем какой-либо негатив. Хочется, чтобы у людей было все только в самом лучшем направлении, чтобы люди не зацикливались на негативе, на разрушении, на каких-то катаклизмах и так далее. Хочется, чтобы люди верили в лучшее. Поэтому мы не хотим говорить о чем-то плохом, хотя 2024 год нас очень сильно, многих, по крайней мере, людей будут трусить, и при этом это на каждом материке, в каждом государстве это будут происходить свои определенные процессы, которых, от них никуда не деться, и ваша задача нести свет в своем сердце, нести любовь, гармонию, мир. Не именно мир в мире вести, а мир в своем сердце. Стараться как можно меньше ругаться, не искать врагов где-то, стараться уделять внимание себе, развиваться, думать о том, чем вы хотите заниматься, потому что, знаете, уже идут определенные тенденции, кто постоянно смотрит, анализирует, контролирует, то видят люди о том, что идут уже другие тенденции, идет другая, знаете, уже другие веяния идут, и вы сами видите о том, что все начинает меняться, и уже на энергетическом плане уже очень много произошло событий, то есть произошло перепрограммирование, и то, что сейчас пытаются, будем так говорить, плохие силы, да, черные силы остановить, искусственно как-то убрать, искусственно сделать какой-то еще больше гадость, негатив, вы знаете, это уже будет сложнее. Да, есть определенные процессы, которые еще будут держаться в мире, но все равно, если каждый из нас будет верить в лучшее и не будет придерживаться вот тех негативных программ, которые, например, печатаются в международных журналах, да, экономических тех же, или в каких-то статьях, которые все пытаются читать, смаковать или смотреть на какие-то картинки, если вы это будете отклонять, это не будете принимать, то и на нашей планете этих вот программ, которые ставят нам другие люди, будем так говорить, с большими деньгами, с большими мешками денег, да, то у них это ничего не получится. И наша с вами задача нести любовь. И поэтому вот это новолуние мы должны вот начинать созидать. Мы должны каждый из нас понимать, что мы архитекторы своей жизни. И забывайте о том, что ой, у меня одна пенсия, а вы тут рассказываете о каких-то высших началах. Вы должны понимать о том, что как только вы выходите из рамок, которые вам навязаны вашим социумом, навязаны теми людьми, с которыми вы контактируете, общаетесь, ваша жизнь начинает меняться. Но очень многие люди не готовы к переменам, потому что они им не нравятся, потому что когда происходят перемены, это нужно думать, да, это нужно постоянно мыслить, это нужно искать новые пути развития, новые пути общения, новые идеи, веяния. Иногда некоторым людям это сложно ввиду их возраста, ввиду непонимания тех или иных процессов и так далее. Обращаем ваше внимание, что у нас новолуние 13 декабря будет в знаке зодиака Стрелец. Что несет нам само это новолуние в знаке зодиака Стрелец? А несет оно нам, друзья, и оптимизм, несет нам позитивные энергии, а кроме того еще выдвигается у нас с вами и Марс. А Марс добавит нам движения, инициативы, смелости. Если мы говорим с вами о работе, о бизнесе, то многим людям захочется каких-то быстрых достижений, поэтому
можете строить какие-то новые проекты, новые стратегии. Также у многих людей появится мотивация добиться чего-то, и это очень здорово. Кто-то подумает о путешествиях, кто-то подумает об обучении, кто-то решит сделать какие-то перемены в своей жизни. И это все отлично, это все нормально. Но очень важно понимать, что с 13 декабря мы с вами вступаем в период ретро-Меркурия, да, ретроградности Меркурия, который продлится у нас до января. Поэтому здесь нужно быть все-таки осторожными, предусмотрительными, прежде чем браться за что-то новое. То есть изучите, поймите и так далее. Поэтому обращаем ваше внимание, что начиная с 13 декабря ретроградный Меркурий заставит нас поставить все дела, к сожалению, на паузу. Также Меркурий будет не давать нам правильного общения, то есть, знаете, люди могут общаться, а видеть совсем другую ситуацию. Также будут проблемы с коммуникацией, с контактами, могут быть проблемы с логистикой, так что обращайте, пожалуйста, на это внимание. Поэтому вот начиная с 13 декабря немножко нужно притормозить все те проекты, все эти начинания, которые вы планировали. Постарайтесь до Нового года то, что вы делали на протяжении этого 2023 года, постарайтесь все реализовать, все сделать и подготовиться уже, соответственно, к 2024 году. Также хорошо будут заниматься сейчас творчеством. Кто любит рисовать, вышивать, что-либо делать, это очень хорошо. Также с 13 декабря не стоит верить предложениям, которые могут к вам поступать. Также не доверяйте незнакомым или малознакомым людям. Также будьте внимательны к звонкам из банка, потому что с 13 декабря мошенники очень сильно активизируются, вот действительно очень сильно, и многие люди будут попадаться на их ловушки, люди могут терять деньги, и это все будет происходить из-за невнимательности, из-за непонимания того, что происходит. Поэтому мы говорим о том, что просмотрите все это видео до конца, для того, чтобы понимать. Поэтому, если вам звонят с банка и просят ваш пароль какой-то, пин-код или еще что-то, в таком случае извиняйтесь, скажите, что вы сами сейчас перезвоните, например, или зайдете в филиал банка и проговорите, и все узнаете. Но ни в коем случае, даже если вам прямо клятвенно рассказывают какую-то историю, ни в коем случае не давайте и не переводите никому деньги. Также сейчас не время для новых отношений, потому что в отношениях будут какие-то интриги, какие-то заблуждения, обман, самообманы. Нужно вам это точно нет. Также сейчас будет не время для кардинальных перемен. И потому что те люди, которые решат, вот все перед Новым годом, все меняя свою жизнь, да, есть такие люди, которые вот считают, что вот прямо сейчас для них самое важное время, обращаем ваше внимание не принесет это должного результата и так, как вы бы хотели. Поэтому лучше вернитесь, пересмотрите все то, что вы не доделали, вы не реализовали ранее или отложили в долгий ящик. Пересмотрите это касательно и отношений. Также в само новолуние, а также день до и после самого новолуния, пожалуйста, будьте внимательны за рулем и избегайте риска и опасности. Даже если вам говорят, что все пройдет прекрасно и хорошо, то обращаем ваше внимание, не доверяйте, потому что у нас ретроградный Меркурий, он будет вносить свои коррективы. Тоже касается в работе с информацией, с документами, с цифрами. Очень важна повышенная внимательность. Многие люди будут игнорировать какие-то моменты, и это потом будет приводить к убыткам. Поэтому, чтобы такого, друзья, не было, перепроверяйте, просите кого-то из коллег. Также ни в коем случае не спешите с выводами. То есть, если вам кто-то о чем-то говорит и требует с вас, что вы делали какие-то выводы, подписывали какие-то указы, да, приказы и так далее,
то знаете, что ретро-Меркурий, он будет давать о себе знать. Поэтому все-таки нужно быть внимательным и осторожным. Подводя итог всему этому, хочу сказать о том, что, друзья, это последнее у нас с вами заключительное новолуние, и оно важно является для каждого человека. И здесь очень важно, чтобы каждый человек понял и осознал для себя, как он хочет видеть себя в 2024 году, какие ему шаги нужно сделать для того, чтобы произошли изменения. И эти изменения уже нужно начать планировать уже в декабре 2024 года. Но и также мы не рвем с вами сердце, а думаем о том, что нам нужно сделать, как нам нужно сделать для того, чтобы новый 2024 год, год зеленого деревянного дракона, который уже у нас по китайскому гороскопу наступит в феврале 2024 года, был успешным и удачным. Помните о том, что каждый из нас может созидать, может строить, быть архитектором и творцом своей жизни и своей судьбы. Ну а мы всех поздравляем с наступающими праздниками. Хотим пожелать всего самого наилучшего. Надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Убирайте весь негатив. Прямо его, знаете, нужно прямо отрезать, отрубить. И тогда в вашей жизни действительно будут очень много интересных событий происходить. И 2024 год будет тому не исключением. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, увидите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.